Всем привет! Привет! Мы сегодня с Екатериной покажем вам комплекс, то есть, в принципе, Екатерина нам покажет комплекс упражнений, которые мы можем использовать в тяжелой атлетике перед тренировкой или после, желательно. На самом деле растяжка важна нам для того, чтобы ускорить восстановление мышц после тренировки. Поэтому после тренировки в обязательном порядке мы ее делаем. Но кроме того, это еще улучшение, увеличение мобильности, подвижности суставов, гибкости мышц. Они помогут вам и увеличить амплитуду во время тренировки. Поэтому так тоже можно. 6 упражнений? Думаю, основных? Да. Основных хватит. Начинаем мы с первого упражнения. Начнем с нижней части тела. Катя покажет, как его делать правильно, я покажу, как его делает тяжелый атлет. Это будет немножко два разных мира. Ну что, одна из таких проблемных частей тела, которая забивается очень часто, это задняя поверхность бедра. Поэтому что мы делаем для того, чтобы ее растянуть? Садимся на любую опору. Можно это делать на полу, удобнее на лавке, потому что вам легче так выстроить таз. Колено ровно. Делаем подготовительный вдох, на выдохе наклоняемся к ноге. И с помощью рук подтягиваем себя как можно ближе. Вы почувствуете яркие, прекрасные ощущения по задней поверхности бедра. Следите за тем, чтобы колено было ровным, таз наклоняйте слегка назад, как будто вы хотите ягодицы достать из-под себя. Потому что если таз будет подкручен вперед, вы будете чувствовать нижнюю часть спины, а не бицепс бедра. Пробуем? Я так понимаю, что в этом упражнении мы тянемся до определенного щелчка в пояснице. Нет, до крика. До крика. Да. Всегда работаем в зоне комфорта, потому что если появляются резкие болевые ощущения, острая боль, это знак остановиться. Да. Таз наклонил и стараешься. Вот возьмись руками за лавку, подтягивай себя ближе. Как бы и так, в принципе, хватает. Если веса собственного тела не хватает, то можно дотянуться с помощью рук. И как долго нужно это делать и сколько подходов? Если мы это делаем после тренировки просто для того, чтобы ускорить процессы восстановления, то, в принципе, 10-15 секунд достаточно. Если мы это делаем в качестве увеличения гибкости, то можно делать по 30 секунд, 3 подхода. Ты мне скажи еще, это должно быть волнообразное, либо прижали и давим? После тренировки статическая тренировка статический стретч нам подходит больше, когда прижали и держим, потому что ты уже заминаешься, ты уже успокаиваешь, ты уже снижаешь частоту пульса, поэтому лучше. Ну вот я сейчас чувствую, у меня тянет здесь, получается. Да, место прикрепления. И поясница. Да, потому что... Или так не должно быть? Нет, это нормальная история, потому что ты пытаешься таз отвести назад, во-первых. Во-вторых, бицепс бедра у тебя крепится как раз под колено. Хорошо. Это прекрасное ощущение. Делаем на одну, поочередно. Делаем на одну ногу, на другую ногу, правильно? Я думаю, что для удобства мы делаем на одну ногу. Ты можешь задержаться на 30 секунд с одной ногой, немножко отдохнуть, вернуться 30 секунд, еще подержать, отдохнуть третий раз и потом сменить ногу. Вот так вот даже. Да, хорошо. вот так. Упражнение номер 2. Да, дальше переходим к ягодицам. Я думаю, в тяжелой атлетике как нигде эти мышцы активно участвуют. Что делаем? Садимся на край. Можно это упражнение делать и на полу, но не всегда удобно правильно отстроить таз. Поэтому вот когда у вас есть возвышенность, вы можете развернуть таз, чтобы вот эти подвздошные кости, верхние кости таза были развернуты четко вперед. Делаете вдох, на выдохе наклоняетесь вниз. Опять же, подтягиваете. Если растяжения мало, то пятку выводите вперед больше. И отдыхаете, медитируете 30 секунд. Так, мне опять же на ту же ногу, да? Да, давай на ту же. Так. Вот смотри, тебе нужно привстань так, чтобы у тебя вот эта нога была на весу. Вот так вот. Назад ее. По сути, вот такое. Вот так? И вот эту ногу. На весу. И должен я сидеть на вот этой булке, да, получается, которую растягиваю? Да, ты должен отстроить таз прямо. И сейчас наклоняться четко по линии ноги. Четко, ну понятно. Четко. Интересно, я до 6-го упражнения. Леш, тебе будет удобнее, если ты вот эту ногу прям на самый край опустишь лавки, чтобы она свисала. Да. На самом деле, если лавка была бы пошире и пятка была зафиксирована, было бы удобнее. Чувствуешь? Ну, в этом упражнении немножко, конечно, у меня, наверное, получше.
Потому что чуть-чуть, да, я чувствую, тянется ягодица, но... На самом деле можно попробовать... Ягодки тянутся. Ягодки тянутся. Они же такие ягодки надо тянуть. Опускаемся вниз. Это упражнение можно делать и на полу. Допустим, если вам неудобно сверху. Да, по-моему, для меня это более. Да. Чем больше мы выведем пятку вперед, согнутой ноги, тем сильнее мы будем ощущать растяжение. Здесь важно, чтобы подвздошные кости были на одной линии. То есть ты не заваливаешься на одну сторону, а держишь их на одной линии. И плечи тоже. Выстроил. Ощущение, что вот этой вот частью ты пытаешься накрыть пятку. Тянешься вниз. И дальше локти опускаешь вперед. Вот здесь получше чувствуется. Получше, чем на скамье. Ну, потому что скамья есть не у каждого, наверное, в зале, а вот пол есть у всех. Да, индивидуально вы можете подобрать под себя вариацию упражнений, потому что у некоторых людей есть проблемы с коленными суставами, тогда не совсем удобно занимать вот такую позицию на полу. Кому-то неудобно здесь разворачивать таз. Всегда ищите аналогичные вариации упражнений с тем оборудованием, инвентарем, который Еще скажи, как долго? Точно так же, в принципе, рекомендации по всем упражнениям. Если вы делаете просто для того, чтобы разгрузить мышцу, восстановить ее функционал, то 15 секунд. Если для увеличения мобильности, подвижности более глубокого, то по 30 секунд, 3-4 подхода достаточно. Можно до минуты. И что еще заметил, постоянно это упражнение, когда сам делаю на тренировках, после того, как оно растягивает ягодки, отпускается сразу и поясница, и сразу и нога отпускается. Конечно, потому что не все взаимосвязаны. Узла, получается, как мне объясняли, что у нас здесь узел, и если ты этот узел распускаешь, то автоматически распускается все остальное. Здорово. Да, математика высшая. Следующее. Дальше мы переходим к внутренней поверхности бедра. Удобно тянуть тоже, когда вы кладете на небольшое возвышение, разворачиваете таз вперед, стопа может быть развернута, можете немножко отвести в сторону, в зависимости от того, как комфортно для вас, это физиологически. Делаем вдох и на выдохе аккуратно наклоняемся вперед. Сгибайте колено так, чтобы почувствовать растяжение внутренней поверхности бедра. Можно поразгибать несколько раз. Выравнивай таз. И наклоняйся вперед. Хорошо. А теперь попробуй согнуть вот эту ногу и переноси растяжение. Ну, чувствую здесь, да, внутренняя? Да, внутренняя поверхность. Передавай вес вперед-назад, ты ищешь углы, в которых ты чувствуешь больше растяжения. Можно попробовать развернуть колено наружу. Здесь, в зависимости от строения, будут немного разные ощущения. Ну как? Чувствуешь себя гимнастом? Да. Хорошо. Следующее. Икроножная удобно растягивать, когда у тебя есть опора на стену, или на что-то впереди. Ставишь одну переднюю ногу, мы сгибаем, сзади стоящая нога пяткой стремится в пол. И мы наклоняемся вперед, передаем вес тела. И ощущение растяжения икроножных мышц. Так, какую ногу вперед? Поставь правую вперед. Правую вперед. Да, растягивается нога, которая стоит сзади. Да. Ты стараешься наваливаться. Не отрывая пятку. Да, не отрывая пятку, ты вес переносишь вперед. Тянешься. В принципе, можно делать и так, да? Можно делать и так, можно делать с упором на стену. Мне удобнее делать с упором на стену, потому что у тебя площадь опоры больше. Опять же, 15-30 секунд, да? Да, 15 секунд достаточно. Для этих, может, 15 секунд достаточно. Согни колено, впереди стоящее, да, и вес переноси вперед. То есть основная задача не отрывать пятку. Либо сначала оторвать пятку и подтягивать ее к полу. Наша задача в стретчинге вообще, в принципе, места прикрепления мышцы, которые мы растягиваем, отдалить, в классическом стретчинге. Поэтому мы сейчас стараемся удлинить мышцу за счет того, что опускаем пятку. Очень хорошее упражнение на улучшение подвижности тазобедренных суставов. Это бабочка, всем известно, когда вы складываете стопы и открываете ноги вниз. Это именно повышение мобильности, подвижности тазобедренных суставов. Для тех, кому сложно удерживать спину прямо, вы тоже можете спиной опереться на стену. На лавке не совсем удобно, но когда у вас есть поддержка поясницы... И подтягивать можно ближе ноги, да? Пятки подтягивайте как можно ближе к ягодицам, да, и старайтесь опустить колени вниз. А что ты скажешь по поводу вот такого упражнения?
Такой позы, не упражнение, а поза. В принципе, как, ну, для чего? Для того, чтобы растянуть квадрицепс? Да. Я не совсем его люблю. Почему? Потому что для людей, у которых проблемы есть с коленными суставами, не всегда комфортно растягиваться в этой позиции. Плюс, если уходить сюда глубоко, Да. то Дискомфорт. дискомфорт в пояснице Да. появляется. Поэтому, если тот вариант, который мы показали с растяжкой квадрицепса, не совсем доступен, можно сделать то же самое на животе, подтягивать вот сюда ногу. То есть, Ну, тут, я считаю его желательно, тут желательно, чтобы кто-то был и помогал придавить, да? Ну, вообще, конечно, когда есть партнер, то можно больше расслабиться, потому что ты не напрягаешься. Ты Хорошо, что по поводу вот этого? Если у вас достаточно подвижная поясница, чтобы вы могли оттянуть таз назад, тогда это отличное упражнение. Оно развивает и подвижность тазобедренных суставов, и паховую зону тоже растягивает отлично, внутреннюю поверхность бедра. Здесь что важно? Ты сел, отвел таз назад. Вот ощущение, что мы лобковую кость толкаем под себя. Сюда. Делаем глубокий вдох и на выдохе с ровной спиной наклоняемся вниз. Также до определенного щелчка. Ну, может быть. Нет. Давай ниже. Я-то когда-то растягивался. На самом деле Леша очень гибкий. Гибучий. Гибучий. Я-то думал, я гибучий. Да, а здесь, опять же, если у вас есть партнер, который может вам помочь, из этой позиции вы можете вот так вот руки сложить на груди, складывать. Наклоняйся очень так. Делай вдох, и на выдохе пытайся расслабиться. Партнер подтягивает вперед. Можно? Ну и также, допустим, ногами сюда упираешься, когда, да? И Да, когда упираешься ногами, да, ты фиксируешь позицию ног. Я в кроссовках, прости. Складывай. Есть. Да. В общем, что бы хотел бы сказать, что вне зависимости от того, какое упражнение вы себе подберете и какие будут для вас комфортны, но желательно, чтобы эти упражнения, которые вы подберете, они были для вас менее комфортные, потому что в таких положениях вы будете больше работать на пользу. Важно все-таки делать растяжку, делать заминку, что способствует, как уже говорилось ранее, увеличению подвижности в суставах, также и быстрому восстановлению, обмену веществ и всему остальному. Я считаю, что это очень важно, особенно для таких видов спорта, как тяжелая атлетика, вообще спорт, который связан с большими весами, потому что, выполняя упражнения, правильно занимать позицию в пространстве нужно. Чем вы подвижнее в своих суставах, мышцах, тем больше углов вам доступно. То есть вы будете прорабатывать именно те мышцы, которые нужно, а не то, что у вас получается. Поэтому это позволит прогрессировать быстрее. Работайте над собой. Пока.